Так, добрый вечер, мои дорогие. С вами снова Юрий Пузыревский. Рад приветствовать всех на нашем традиционном NLP эфире. Дайте обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Надеюсь, что все хорошо с видео, все хорошо со звуком. И будем начинать наш NLP эфир. Всем привет, привет, привет. Рад всех видеть. Добрый вечер всем. Дайте обратную связь, есть ли видео и есть ли звук. Не люблю говорить в пустоту. Люблю, когда на наших трансляциях есть зрители. Сегодня такой небольшой сделаем эфир в продолжение на тему денег. Сегодня дам такое хорошее коучинговое упражнение, которое поможет вам понять, почему нет денег на то, что очень хочется. Всем привет, привет, привет еще раз. Напишите в чате, есть ли картинка, есть ли звук. Так, добра, все хорошо. Есть картинка, есть звук. Хорошо. Если меня видно, если меня слышно, это очень здорово. Отлично. Надя, приветствую. Есть видео, есть звук. Супер, супер, супер. Сегодня тестирую с другой камеры, делаю прямой эфир. Как вам картинка вообще нравится? Нравится, что ли? Так, Надя, у меня к вам есть вопрос. Вы почему-то еще до сих пор не добавились в наш чат спонсорский. У вас какие-то проблемы возникли или у вас просто не было времени? Как ваше здоровье? Я слышал, точнее помню с прошлого эфира, что вы болели. Напишите, пожалуйста. Сегодня недолго. Сегодня минут 40-45 максимум. Сделаем одно упражнение, которое очень многое вам объяснит про ваше финансовое состояние. Или одновременно подтвердит, что у вас все в порядке с финансами. Так, добрый вечер, видно, слышно, отлично, отлично. Хорошо, Надя, напишите, почему вас еще нет в спонсорском чате. Дорогие друзья, я для всех объявлю, если вы хотите как-то поддержать наш канал, то можете стать спонсором канала. Спонсорство там меньше $1, но от этого вы будете получать дополнительные бонусы. Сейчас у нас идет набор спонсоров. Раз в месяц мы будем делать прямой эфир закрытый для спонсоров. И там будем прям работать, будем делать практики, NLP-техники в прямом эфире в Zoom. Не так, как мы делаем прямой эфир, прямую трансляцию, а в закрытой Zoom-конференции. Хорошо, друзья, традиционно напишите, из какого вы города, как у вас настроение, как ваше состояние, какая у вас погода, сколько у вас сейчас времени, и мы подождем немного, пока стрим подтянется, и сделаем одно действенное упражнение. Кстати, друзья, для этого упражнения вам понадобится лист А4, обычный лист А4, ну, либо можно любой другой лист, который вы имеете возможность сложить вдвое. Вот сегодня будет прям письменное упражнение про деньги. Очень крутое, очень люблю письменные упражнения. Как попасть в этот чат? Чтобы попасть в этот чат, нужно быть спонсором, действующим спонсором канала. А когда вы действующий спонсор канала, вы заходите желательно с компьютера на ссылку на вкладку сообщества, и там есть специальная запись для спонсоров, отмеченная. Вы ее не пропустите, и там есть ссылка для чата спонсоров. Ульяновск, супер, хорошо, спасибо, уже все намного лучше. Есть проблемы с аппликацией Телеграма, стараюсь ее решить. Ну, странно. По-моему, Телеграм на сегодняшний день самая надежная площадка для всевозможных чатов. Так, Надя, вы мне, если что, напишите в личку в Телеграм. Ссылка на чат со мной есть в описании к любому видео на моем канале. Поэтому, Надя, если будут какие-то вопросы, напишите мне лично, и
и все будет здорово. Здравствуйте, Юрий. Мне очень понравилось то, что вы говорили про обратную связь. Нет побед и поражений, есть обратная связь. Мне это помогло. Очень здорово, Роман. Очень рад за вас. Я рад, если мои видео приносят вам пользу. Очень здорово. Хорошо, друзья, еще немного подождем, пока у нас стрим подтянется, пока все получат оповещение, пока все войдут, чтобы сделать это упражнение прямо здесь, прямо в эфире. Сегодня, напомню, будет одно денежное упражнение, которое нужно будет сделать письменно. Для этого вам понадобится лист, желательно А4, который вы сможете потом сложить вдвое. Желательно А4, который вы сможете потом сложить вдвое. Хорошо, хорошо. Так, больше никто не пишет, сколько у него времени, какая погода, настроение, состояние. Вам понравился позапрошлый стрим про деньги, упражнения? Напишите. Так, я пока вообще не могу зайти в Телеграм. Пробую еще раз туда войти после эфира. Ну, пробуйте, Надя. Может быть, стоит, не знаю, заново зарегистрироваться на новый номер или как-то таким образом решить эту задачу. Я не помню, есть ли в Телеграме регистрация по электронной почте, но тем не менее. Хорошо. Надя, будем с вами на связи. Если что, найдите меня где-нибудь в другой сети, где мы сможем с вами пообщаться. Хорошо. Хорошо. Дайте обратную связь. Как вам прошлый эфир? Привет всем. Успел. Да, Андрей, привет. Ребят, кто у нас спонсор, обязательно войдите с компьютера на вкладку «Сообщество». На вкладке «Сообщество» есть специальные записи для спонсоров, и там вы найдете ссылку на секретный чат для вас, где мы будем делать с вами специальный спонсорский контент, который вы сможете просматривать и быть участником этого контента. Хорошо. Хорошо. Кто был, пожалуйста, напишите в чат плюсик, кто был на позапрошлом стриме про деньги. Напишите, пожалуйста, в чат плюсик, кто был на позапрошлом стриме про деньги и какие упражнения у вас лучше всего сработали, какие упражнения у вас вызвали позитивные изменения. Так, погода хорошая, тепло, но солнца нет. Время 13:50. Прошлый эфир был очень хороший, здорово, супер. Я долго искал, но все не нашел. Связь хорошая, картинка четкая. Андрей, а что искали? Андрей, если вы спонсор, а вы спонсор, зайдите с компьютера на вкладку «Сообщество», и у вас все получится обязательно. Или напишите мне в личку в Телеграм, желательно. Напишите, что вы Андрей Сергеев, что вы спонсор, и я вам помогу туда попасть. Хорошо, ребят, супер, вижу плюсики. Как-то у нас сегодня кулуарненько. Может вообще закрыть этот эфир и сделать его доступным только для спонсоров, и чтобы не все смотрели его, а то у нас... Или оставить открытым для всех пока. Как? Смотрел в записи, стрим был отличный, хорошие практики, супер, хорошо. А что изменилось после этих практик? Есть ли уже какие-то зримые изменения или нету? Напишите, напишите. Хорошо, друзья. Напишите мне в чат, есть ли у вас бумага и ручка. Приступим к упражнению. Не будем тянуть долго. Немного подождали, опоздунов. И так позже начали сегодня. Еще и 10 минут. Водичку льем. Так, нашел с компьютера и заходил. Ну все, значит, вы в телеграм-чате, все нормально. Андрей, в чем проблема? Долго искал. Ну, я понял. Хорошо. Это я немного неверно понял информацию. Хорошо, напишите, есть ли у вас бумага и ручка, и прямо сейчас начнем делать упражнение. Оно требует времени, там нужно немножко подумать, поразмышлять, но, однако,
многое расставит на свои места. Хорошо, друзья, вне зависимости от того, смотрите вы в записи, либо смотрите вы прямой эфир прямо сейчас, возьмите лист бумаги, желательно А4, но можно и другой, и сложите его вдвое, вот так, как делаю я. Ну, просто вдвое сложите. И сейчас будет самая-самая интересная часть упражнения. Кладите перед собой, возьмите ручку, и сейчас наступит время X. Сейчас на этой половинке листа, на одной из половинок листа, напишите, пожалуйста, но не выходя за пределы этой половинки листа, вот у вас есть ограниченное пространство и 5 минут времени. Я вас пока буду развлекать. Что нужно написать на этой половинке? Вам нужно представить, как будто у вас есть столько денег, сколько вам необходимо. Я не знаю, у каждого свои финансовые цели. Кто-то миллионы хочет, кто-то там, не знаю, пятизначные цифры, кто-то четырехзначные. В разной валюте это все люди хотят иметь. Но просто подумайте, сколько вам нужно денег, чтобы вы чувствовали себя вот прям комфортно в финансовой сфере. И сейчас давайте засечем время. Сейчас у меня 20:53, и в течение 5 минут на этом листе просто пишите все, что вы купили бы и на что бы вы потратили деньги, будь у вас денег столько, сколько вам необходимо. Прямо сейчас, не останавливаясь, на одну половинку листа просто пишите все, что приходит в голову. Вот представьте, что у вас есть та сумма денег, которая вам необходима. И просто выписывайте. 20:53, время пошло. Я буду вас немного развлекать, буду повторять, что нужно делать. И в 20:58 мы закончим. Просто выписывайте. Будь у вас столько денег, сколько вам необходимо, на что бы вы их потратили, что бы вы купили, просто прям пишите списком, без каких-либо ограничений. А я буду вас немного развлекать в течение этих 5 минут. Может быть, даже 4. Иногда бывает время счастливое, оно ограничено. Поэтому сейчас без всяких ограничений, вот, что бы вам хотелось, что вы купите то, что вам хочется, на что вы потратите деньги. Я приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Обязательно сделайте упражнение. Пока все ребята пишут, для тех, кто присоединился, повторю упражнение. Возьмите лист А4, сложите его вдвое, и на одной половине листа в течение 5 минут, ну уже 4 минут, просто выписывайте списком те вещи, которые вы бы себе купили, на что бы вы потратили деньги, будь у вас денег столько, сколько вам необходимо. Вот поиграем в эту игру. Поиграем в эту игру. И, ребят, когда напишите, дайте обратную связь, что вы написали. Прям так в чате напишите, что я уже закончил или я уже закончила. Поработайте. Сейчас будем разбираться. С нашими. У нас упражнение будет в 3 этапа. То есть писать будем 3 раза. Разные вещи. Ребят, те, кто только что присоединился, возьмите лист бумаги, сложите его вдвое и на одной половинке пишите в течение 3 минут, что бы вы купили, будь у вас столько денег, сколько вам необходимо. Пишите на листе бумаги, не останавливаясь. Я закончил, Андрей, отлично. Хорошо. Подумайте, Андрей, может, еще что-нибудь купили? Дамир, я тоже закончил. Видите, вам 3 минут хватило. Ну, для тех, кто только что присоединился, у нас есть еще 2,5 минутки на это упражнение. Возьмите лист А4, сложите его пополам и на одной половинке напишите, что бы вы купили, на что бы вы потратили деньги, будь у вас столько денег, сколько вам необходимо. Ребят, кто присоединяется?
возьмите лист бумаги, сложите его вдвое, я как попугай, и напишите на одной половине, на что бы вы потратили деньги, будь у вас столько денег, сколько вам необходимо. Вне зависимости от того, делаете вы прямо в прямом эфире это упражнение, либо делаете его в записи. Запись эфира пока оставим. Хорошо, ребят, пишите, пишите, пишите. Это упражнение. Так, я просто не знаю, что еще нужно. Хорошо, хорошо, хорошо. У каждого своя карта реальности. Кому-то и листа не хватит, кому-то и 5 минут не хватит, а кто-то вот что-то конкретно взял и записал. Что купит, на что потратит деньги, если у него будет столько денег, сколько необходимо. Хорошо, хорошо. Что нужно сделать теперь? Теперь у вас есть лист, на котором записано то, на что бы вы потратили денежку. Это круто. Теперь ваша задача этот лист перевернуть, не смотреть на то, что вы записали, и на второй половинке листа, те, кто не доделал, доделывайте, а на второй половинке листа, пожалуйста, выпишите, ну, хотя бы 10 ваших ценностей. Что такое ценности? Это то, что для вас ценно, то, что вы цените, и то, что для вас важно. Прям просто списком выпишите на обратной половине листа, несмотря на то, что вы написали, выпишите ваши ценности. Причем выпишите ваши ценности не просто так, а выпишите ценности в порядке ранжирования, да, то есть сверху будет самое важное, потом чуть менее важное, чуть менее важное. Ну, то есть, когда вы будете выписывать ценности, постарайтесь свои ценности еще в порядке важности написать. Ценность – это то, что для вас ценно, и ценность – это то, что для вас очень важно. На второй половинке листа в порядке значимости выпишите ваши ценности, не обращая внимания на первую половинку упражнения, не обращая внимания на то, что вы делали раньше. Просто забудьте о том, что вы делали, и выписывайте все, что для вас ценно, и все, что для вас важно. Хотя бы 10. Если получится больше, окей. Меньше нежелательно. И расположите их в порядке значимости для вас. Ну, там, 1, одна ценность, 2, вторая ценность и так далее. Потратим на это упражнение еще буквально 3 минуты. Еще буквально 3 минуты. И когда вы выпишете, обязательно дайте мне знать. Обязательно дайте мне знать, когда вы выпишете ценности. Ребят, делаем упражнение. На обратной стороне листа напишите, пожалуйста, все ваши ценности в порядке уменьшения значимости. Ценности – это то, что для вас ценно, и то, что для вас важно. Какие могут быть ценности? Здоровье, взаимоотношения, саморазвитие, не знаю, путешествия. Что еще может быть ценно и важно? Не знаю, есть такая ценность, как технологичность, да, есть люди, которые вот прям любят технологии, они вкладываются в технологии, они развивают технологии, они у себя дома все обустраивают технологично. Рациональность тоже как ценность. Так, кто-то готов, всего 4. Очень странно, что у человека только 4 ценности. Андрей, подумайте еще, какие ценности у вас есть. Подумайте еще, какие ценности у вас есть. И расположите их, Мария, добрый вечер, расположите их в порядке значимости. Хорошо. Сейчас мы еще Надю подождем. Я надеюсь, что Надя с нами.
Ребят, если будете смотреть в записи, прямо вот не ускоряйте, а лучше еще ставьте на паузу, хорошо осмыслите, не забегая вперед, потому что это упражнение прежде всего для вас. Оно очень важно. Добрый вечер, всего 8. Отлично, найдите еще. Их на самом деле много. Ценности — это то, что для вас ценно, и то, что для вас важно. Отлично, друзья. Ну, будем ориентироваться на Надю. Когда Надя напишет, что она готова. Так, мне нужен просто один человек для ориентира. На кого ориентироваться, чтобы... Так, добрый вечер всем. Добрый вечер, Мария. Рад вас видеть. Мы делаем упражнение. Денежное упражнение, которое прояснит реальность. У меня только 9. Ну, хорошо. Если 9, то нормально. Не надо из себя выдавливать. Как получилось, так получилось. А что мы теперь сделаем? У всех получилось в порядке важности ценности расставить. Тоже вот это очень важно. Что мы теперь сделаем? Мы теперь развернем этот лист. Просто развернем и положим перед собой. Положим перед собой и прям напишите. Давайте так. Ставьте цифру 1 и напишите те вещи, на которые бы вы деньги потратили. А потом поставьте цифру 2 и напечатайте прямо в чат ваши ценности в порядке убывания значимости. И здесь вам нужно будет провести такой небольшой анализ. Провести небольшой анализ, и я думаю, что когда вы будете его проводить, у вас будет очень много интересных инсайтов. Мне нужны просто ваши реплики, то, что у вас получилось. Ну вот я сейчас дождусь. Прям можете в одно сообщение писать. 1. Точка. И пишите свои желания. Те вещи, на которые бы вы потратили деньги. А потом пишите 2 и пишите свои ценности в порядке убывания. Первое самое важное, и потом все ниже, ниже, ниже. Я вас подожду, потому что это будет очень интересная история. Интересный анализ будет, который поможет понять, почему на самом деле на те вещи, которые вам хотелось бы иметь, как правило, денег не находится, либо не получается скопить, заработать, ну и так далее, и так далее. А пока вы пишете, я напомню, что у нас на канале выходит видео 3 раза в неделю для людей, у которых плохо с памятью, которые периодически переспрашивают в чате, когда будет прямой эфир. Прямые эфиры у нас проходят по четвергам в 20:30, ну или чуть-чуть позже. Я иногда просто не успеваю, я работаю с клиентами и не успеваю переключиться. Мне там буквально 10 минут надо перерыва. Но обычно 20:30, 20:40, 20:45 мы стартуем по четвергам NLP эфир с интересными практиками и техниками. По воскресеньям у нас выходит видео с NLP техниками тоже, но уже в записи. И по вторникам у нас выходит передача «Утренняя раскачка», где я беру какой-то один определенный аспект, либо какое-то упражнение. И если вы будете смотреть утреннюю раскачку с самого начала, я ее планирую записывать целый год по одному видео в неделю. И в течение недели будете выполнять то, что я вам там рассказываю, то ваша жизнь очень сильно изменится. Очень рекомендую посмотреть. Хорошие выпуски, мне прям самому нравятся. И я же не из неба их беру, я эти выпуски беру из опыта своего и из опыта своих клиентов, которые ко мне приходят в консультации. Поэтому приглашаю всех к просмотру. И напоминаю для тех, кто пишет, пишем цифру 1 и выписываем просто списком то, что вы себе искренне записали на бумаге, на что бы вы потратили деньги, если бы у вас было столько, сколько вам необходимо. И под цифрой 2 выписываем ценности, которые ваши ценностные ориентиры,
что для вас ценно и что для вас важно в порядке убывания. Так, Анастасия. Здоровье мое и близких, лечение, уход, семья, взаимоотношения, дом, уют. Вот Анастасия... Так, я сейчас поняла, что деньги есть, иметь то, о чем написала, но именно нет времени и возможности. Хорошо. Вот, Анастасия, я напомню, что под цифрой 1 нужно было просто выписать ваши покупки, а под цифрой 2 нужно было просто выписать ваши ценности в порядке убывания значимости. И тогда у вас бы все получилось. Так, хорошо. Андрей пишет: большой дом для семьи, машина, свое дело, дача, земельный участок, про запас, мастерская. Хорошо. Семья, друзья, жизнь, работа, хобби, рыбалка, внимание, успех. Хорошо. Дамир пишет: дом, квартира, машина, новые направления бизнеса, вложения в обучение, путешествия, дети. Ценности: друзья, помощь людям, путешествия, бизнес, здоровье, родители, жена, дети, изучение психологии. Хорошо. Так. А теперь, ребят, когда вы сделали упражнение, сравните вашу самую первую покупку, которую вы записали, с вашей самой главной ценностью, которая у вас стоит выше всего. Сейчас я к какому-нибудь комментарию прицеплюсь. Вот, Андрей пишет: большой дом. Угу. Семья. Машина, свое дело. Друзья, жизнь, работа, хобби. У Андрея, видимо, нету такой ценности, как здоровье. Но ничего. Хорошо. Хорошо. Вот смотрите, друзья, обычно люди пишут какие-то вещи, которые... У нас тут прокачанная аудитория, но обычно люди пишут какие-то вещи, которые сильно не связаны с ценностями. Сейчас поясню, как это выглядит. Вы сейчас просто по аналогии с моим примером себя поанализируйте. Я понимаю, что, может быть, в публичном пространстве не очень удобно все эти вещи писать, когда это все на виду. Смотрите. Вот обычный человек пишет: моя самая главная основная ценность – это здоровье. Потом у меня идет там семья и там саморазвитие, да, на коротком примере. А в покупках он пишет: дом, машина, путешествие. И понимаете, в чем расхождение? То есть его ключевая ценность здоровья, но в покупках он не указал, что он пойдет к стоматологу и сделает, наконец, займется своей челюстью, сделает себе зубы и пройдет полное обследование. Он пишет, что его вторая ценность – семья, но он не пишет, что он будет вкладывать деньги в развитие своих отношений, будет, не знаю, ходить по каким-нибудь тренингам, пойдет к психотерапевту, чтобы научиться лучше общаться с женой. К примеру, я сейчас примеры привожу такие из неба, да, чтобы вы понимали. И попробуйте сравнить, особенно вот первые вещи, которые вы написали, на что вы потратите деньги, насколько сильно они коррелируют и связаны с вашими ценностями. Это очень важно. Это очень важное упражнение, потому что, смотрите, когда у нас стоит какая-то ценность во главе угла, кстати, по-моему, никто, я сейчас еще посмотрю комментарии, по-моему, никто еще не написал как ценность деньги и достаток. Ведь это тоже ценность, но их нет в ценностях.
И это такая ловушка, да, это упражнение с подвохом, потому что вы не знаете, что будет дальше. И просто поанализируйте, а почему я не записал как ценность деньги вообще? Или достаток? Или почему мои покупки, они не сильно связаны с моими основными ценностями? Потому что я уверен, что, возможно, еще может быть такое, что иерархия неверно выстроена. Сейчас расскажу еще один такой пример интересный. Я работал с одной женщиной, и у нее была цель, было не очень хорошее финансовое состояние. Знаете, разные бывают ситуации, разные бывают периоды в жизни. И мы иногда начинаем себя ограничивать в каких-то вещах. У нее была цель начать ходить, я не помню, как называются это танцы, она хотела пойти, начать ходить в танцевальную школу со своей дочкой. Начать ходить в танцевальную школу со своей дочкой. Это было очень важно. Но и мы с ней делали такое упражнение, можете его прям тоже взять на вооружение. То есть я ей каждый раз задавал вопрос. Мы прояснили, сколько стоит абонемент на месяц, давайте условно говоря, он стоит $100. Но ей получается невозможно было выделить эти $100, чтобы на нее и на ребенка ходить в какую-то там школу танцев. И мы начали играть в игру. Игра называется «Что если у тебя будет эти $100?» Как это выглядело? Мы сидим с ней, общаемся, и я ей говорю, давайте представим, что я сейчас вам дал $100, которые вам нужны, которых вам не хватает на то, что вы хотите. Пойдете ли вы сейчас и потратите эти деньги на то, чтобы сделать то, что вы хотите? Она такая посидела, подумала и говорит нет, потому что я эти деньги потрачу на то-то, на то-то, на то-то. Потом следующий шаг упражнения. Это уже второе упражнение, с которым вы тоже можете поработать. Следующий шаг упражнения такой. Я говорю, хорошо, вы уже потратили эти $100, которые я вам дал, на то-то, на то-то, на то-то. Это все, безусловно, важные, ценные вещи. И давайте представим, что я вам даю еще $100 на эту школу танцев. Что вы будете делать? Вы пойдете в школу танцев или не пойдете? Она говорит, нет, не пойду, знаете, я потрачу еще на это, на это, на это, на это. Я говорю, хорошо, давайте дальше. Давайте представим, что вы уже и это все купили, у вас уже это все есть, вы уже обеспечены этими вещами, которые вам необходимы, и еще я вам даю $100. Пойдете ли вы тратить эти $100 на свою цель, на свое желание пойти и заниматься танцами со своим ребенком? Она такая, нет. Вы понимаете, да? И где-то раз 5 или 6 находились какие-то вещи, на которые она была готова тратить деньги, но не ставя в приоритет то, что она декларировала словами, на что ей нужны деньги. И когда она составляла иерархию ценностей, то для нее эти танцы и развитие было чуть ли не на первом месте. Но когда мы делали это упражнение, и я ей задавал много раз вопрос, если у вас есть эти денежки, то пойдете ли вы тратить? Она говорила, нет, я сначала пойду на это потрачу, на это еще что-то, еще что-то. И как раз получается, вы можете мысленно проделать сейчас это упражнение. Смысл заключается в том, что скорее всего, то, что вы хотите купить, на что вы хотите потратить деньги, сейчас кто поймет, тот прям очень богато заживет. То, что вы декларируете и записываете как свою инвестицию, какую-то покупку, это на самом деле не является для вас значимой ценностью. Понятно, ребят, о чем я сейчас рассказываю? Сейчас я почитаю ваши комментарии. Так. Сеть ветеринарных клиник
осознанность, единство, честность, самореализация, развитие, духовный рост. Вот смотрите, царь всей Руси. Вас, по-моему, тоже Андрей зовут. Вот у вас прям классический пример. Ваша покупка, ваша инвестиция, она очень мало связана с вашими ценностями, которые вы пишете. Можно ли быть осознанным, да, давайте вот на примере царя всей Руси. Царя всей Руси разбираем. Можно ли быть осознанным и без сети ветеринарных клиник? Да, иди себе медитируй в лесу, на природе, где угодно. Да? Единство и честность. Можно ли быть единым и честным без сети ветеринарных клиник? Можно. Потому что вот эта ваша декларация о том, что для меня это ценно, да, и то, что я хочу сделать в сети ветеринарных клиник, они у вас на ценностном уровне не связаны. Деньги есть тогда, когда вы имеете твердое намерение их заполучить при наличии здоровья, безусловно. Да, совершенно верно. И сейчас я думаю, что напишите, ребят, понятно ли то, что я сейчас рассказал, и сделали ли вы второе упражнение, что вот у вас появилось столько денег, и будете вы действительно тратить. Смотрите, тут вот какая еще история. Продолжая комментарий, деньги есть тогда, когда ты имеешь твердое намерение их иметь, когда в ценностях нету самого понятия. Вот смотрите, многие здесь поделились своими ценностями, и многие написали свои покупки финансовые. Но ни у кого в ценностях не оказалось достатка. И это большой вопрос. А как же, не имея ценности достатка, хотеть заполучить то, что вы хотите заполучить? И, как правило, смотрите, деньги любому человеку дается возможность, любому человеку, это я уже как-то совсем по-эзотерически заговорил, у каждого человека есть ресурсы раздобыть деньги. Единственное, что, когда у него нету вот этой связи с ключевой его ценностью, давайте разберем вот простой пример. Илон Маск, у него есть большая, супер сумасшедшая идея колонизировать Марс. И он очень упертый мужик, да, и он к этой цели идет, и он на эту цель привлекает деньги, привлекает не магическим способом, он зарабатывает репутацию, и инвесторы дают ему деньги. Вот здесь, ребят, хорошей метафорой будет, как ни странно, курильщик. Вот у курильщика есть ценность сигарета, которую он курит. И вот наверняка вы знаете курильщиков, когда у них заканчиваются сигареты, они становятся очень продуктивными, очень активными, чтобы найти эти сигареты. Если у него нет денег, он пойдет, там, у кого-то одолжит и купит. Если у него нет денег, он пойдет к прохожим, там, попросит, ему дадут. Он будет ходить, просить до тех пор, пока ему не дадут. Мотивация есть. Я вот это хочу, и я вот это получу любыми способами. Или хорошей метафорой здесь также будет влюбленный человек. Вот знаете, когда химия вот эта вот, человек вот влюбился, и он просто вот не может жить без этого человека. И он будет ходить и добиваться. И он будет делать все, чтобы заполучить эту цель. Да, чтобы добиться этого человека, расположения этого человека. Он будет меняться, он будет делать ошибки, но он будет стараться, и в конце концов, если вот эта вот влюбленность или любовь очень сильная, то он достигнет своей цели. И почему так получается? Потому что в тот момент времени, да, вот человек влюбился, и для него человек, в которого он влюбился, становится самым дорогим на свете.
И тогда он идет на пролом просто. Но когда в ценностях нету денег, в ценностях нету достатка, то не получается. Не получается привлечь деньги. Никак. И что бы вы там в желаниях не написали, если это не совпадает, да, как на примере со здоровьем. У человека ключевая ценность здоровья, а он там пишет яхты, машины, там, дачи и все такое. Ну, не пишет поход к стоматологу. Или не пишет обследование там полное организма. Вот в чем дело. И на самом деле, когда у человека ключевая ценность, к примеру, здоровье, у него будут находиться деньги для того, чтобы обеспечивать себе должный уровень здоровья и обследований всего остального. Но на дома, яхты и машины у него не будет хватать. Либо если у человека ключевая ценность – это взаимоотношения и семья, то вряд ли у него будут огромные какие-то, не знаю, покупки в плане недвижимости и всего такого. Почему? Потому что ценности денег нет. Как правило, давайте смотреть правде в глаза. Есть ребята, для которых ценность семьи очень важна. Я имею в виду сейчас мужчин, да, если смотреть брак. Они хорошие, они работают, они стараются. Но когда стоит вопрос, мне задержаться на работе, чтобы сделать больше денег и получить больше там чего-то, или пойти домой провести время с семьей, с женой, с детьми, они выбирают пойти домой с женой, с детьми. И я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто у этого человека ценность отношений гораздо выше, чем ценность благосостояния. И это тоже нормально. Просто вот это упражнение, которое мы проделали, если будете смотреть, пересмотрите. Очень рекомендую его сделать. Оно очень многое по-честному показывает. Хорошо. Почитаю ваши комментарии. Однозначно, когда возможность появится, то побегу выполнять первый пункт своего желания. Значит, у вас совпало и ценности, и желание. Хорошо, понятно. Но от этого понимания грустно. Смотрите, любая задача, она становится решаемой, когда мы ее признаем и понимаем свою точку А. Знаете, у нас на постсоветском пространстве было очень много таких убеждений, которые превратились в некие такие ходячие поговорки, типа, что там, чем богаты, тем и рады, будем живы, не помрем, что там еще было из таких, что нам транслировалось очень много. А мы бедные, но гордые, вообще хит, да? И они имеют свой отпечаток. И здесь очень важно взращивать в себе хорошую такую убежденность, что деньги – это хорошо. Я был недавно на одной закрытой встрече, и там спикер, очень богатый человек, сказал одно хорошее убеждение, которое у него, которому его научил его ментор. И он сказал, что бедным быть стыдно. Вот это классное убеждение на самом деле, денежное. Вот. И еще недавно я смотрел одну трансляцию, где спикер, достаточно состоятельный российский бизнесмен, который реально сам все сделал в своей жизни, он сказал так, что если человек не умеет накапливать, то у него будут всегда эти проблемы.
То есть пока он не научится накапливать, то есть капитализировать свой доход. Мы же как обычно делаем? Появляется какая-нибудь сумма денег, и мы ее быстро найдем, на что потратить, и мало что оставляем. И это тоже повод задуматься о том, что почему так? Почему это так? Почему я не имею свойства накопить? Я не говорю накопить и приумножить, там как крутые бизнесмены кричат из всех углов, а хотя бы накопить, хотя бы просто сохранить. Да? Поэтому, Анастасия, нужно культивировать в себе полезные убеждения по поводу денег, что если нету ценности денег, нужно ее в себе взращивать, нужно ее в себе воспитывать, нужно учиться планировать свои доходы, расходы. Хотя бы 1 месяц просто посчитать. Это ужасное упражнение. Я делал несколько раз в своей жизни, когда просто все расходы, собираешь все чеки и анализируешь, на что ты потратил деньги. И потом просто сравниваешь, сколько у тебя денег пришло и на что ты потратил. И когда у тебя есть вот эта огромная выкладка за месяц чеков, и ты понимаешь, что 30% из того, что было куплено, то, что было потрачено, это далеко не вещи первой необходимости, и то чаще это какие-то уловки маркетинга. Где-то что-то на скидке было, где-то что-то еще, и так далее. Хорошо. Фокус внимания, ценности здесь малозначимы. Фокус на деньги, одержимость идеи, достижение цели. Но смотрите, я вот как раз-таки, если говорить про одержимость, я бы не хотел так говорить, потому что когда люди возводят просто деньги в абсолют, деньги ради денег, тогда получается не очень хорошо. Прежде всего для этого же человека. Кстати, нет ценности желания совсем не совпали. Может быть, дело в том, что мне не денег не хватает, а времени в основном от этого желания. Может быть, Надь, может быть. А если, допустим, хватает только на то, чтобы жить, как тогда капитализировать? А вы, Андрей, сделайте упражнение. Просто соберите за месяц. Вот потратьте на это время, вы очень много нового о себе узнаете. Потратьте месяц для того, чтобы собирать все чеки, а потом потратьте еще пару дней, пару вечеров для того, чтобы проанализировать, на что были потрачены деньги. Это муторное, такое нудное упражнение, но если его сделать, гарантирую, что 20% вы найдете лишних трат. Вот прям гарантирую. И это такое взбадривающее упражнение, которое нужно проделывать, хотя бы раз в год, 1,5-2. Раз в год вот прям нормально. Я 3 года веду учет. Вот Дамир пишет. И как вам? Дамир, вот поделитесь, вы 3 года ведете учет, и что вам это дает? Расскажите, какие у вас инсайты? Ведь на самом деле то, что мы не измеряем, мы это не контролируем. Тут, знаете, банальные бывают вещи. Там, допустим, я мог пройтись пешком, тут 15 минут прогуляться. Я взял, поехал на Uber. Да, я потратил там 3 копейки. Не могу сказать, что я спешил. Не могу сказать, что погода была плохая. Вот просто мне было лень, да. А если бы я пошел пешком, я бы и не потратил этих 3 копейки, и одновременно подышал свежим воздухом, здоровье тоже. Это лучше для здоровья ходить пешочком. И там много таких вещей, да, когда ты просто покупаешь что-то, потому что это нужно купить. Потому что это на скидке, или потому что это, может быть, когда-нибудь потом пригодится. Это прям тоже интересная такая. Я падкий, да, техники, да. Я вот люблю всякие штучки, примочки покупать.
отлично в Excel. Хорошо, друзья. Так, многие траты убрал, увеличил доход. Мне вообще нравится это делать. Видите, Дамир? Вот Дамир хороший пример того, как можно себя... Ну, то есть увеличивать же свои накопления можно как? Можно сокращать траты, а можно увеличивать доход. Если ты еще одновременно и сокращаешь траты и увеличиваешь доход, то это вдвойне круто. Так, упражнения не сильно помогут тому, кто рили мало зарабатывает. И отложенного данному индивидууму хватит до первой крупной проблемы. Так не работает. Необходимо повысить доход. Безусловно, безусловно. Но ладно, не буду с вами спорить. Я понимаю, что вы в контрпозиции сейчас находитесь, Дора Сити. Но тем не менее. Я вот раньше денежки любил. Был циник редкостный. Деньги были. Теперь святоша. Денег нет. Как вернуть любовь к деньгам? Перестать быть святошей. Андрей, мы с вами общались в чате. Я вам много писал. Вы перечитайте то, что я вам написал. И, ну, знаете, вам же когда-то надоест быть святым. Я вам искренне желаю, чтобы вы чем раньше перестали быть святым и начали реально жить. Потому что сейчас вы находитесь в неком другом измерении. Есть разные уровни развития. Интегральное мышление, может быть, слышали, что такое спиральная динамика и все такое. Может, кстати, стрим сделать по спиральной динамике. Я, правда, не сильным себя экспертом считаю по спиральной динамике, но кое-что объяснить могу. Посмотрим, может, сделаем стрим по спиральной динамике. Нет контрпозиции, только опыт. Ну, смотрите, если вы имеете такой опыт, это только ваш опыт. Я имею другой опыт. Там вот Дамир имеет третий опыт. И так категорично утверждать, что упражнения не помогут человеку, который мало зарабатывает. Упражнения здесь какие? Здесь упражнения на осознание. На осознание вообще, соответствуют ли мои траты моим ценностям и соответствуют ли мои желания моим ценностям. А когда ты понимаешь, что здесь полный расколбас, то, наверное, мои желания, они вообще откуда-то за уши притянуты. Да, их кто-то мне там внушил, насадил с помощью рекламы или еще чего-то, там, какого-то примера, а может, мне на самом деле надо что-то другое. И поэтому здесь очень важно просто немного поанализировать, потратить свое время на то, чтобы понять, а что же на самом деле происходит. Вот это упражнение, когда я индивидуально делаю его с человеком, если мы работаем над какими-то финансовыми вопросами, оно очень на многое открывает глаза. Когда ты по-честному напишешь свои желания, и когда ты по-честному напишешь свои ценности и расставишь их в иерархии. Потому что когда ты согласован и понимаешь свои более значимые ценности и менее значимые, то ты начинаешь искать уже реальные пути для того, чтобы реализовать через свою ценность, через то, что ты любишь, через то, что тебе важно, вот этот вот свой финансовый вопрос. Надеюсь, что мы с вами мило поделились опытом. Хорошо, друзья, не рассчитывал я, что мы сегодня так долго будем. Сколько мы уже? 54 минуты. Ну, давайте еще 5 минут пообщаемся. Напишите, было ли полезно то, что я вам сегодня рассказал. Может быть, есть какие-то вопросы. Я могу на них сегодня ответить. А пока вы пишете, я скажу, что на нашем канале прямые эфиры выходят по четвергам в 20:30. Для тех, кто нас смотрит. По вторникам выходит утренняя передача в 9 часов, утренняя раскачка, и по воскресеньям выходит ролик с NLP-техникой. Также вы можете стать спонсором нашего канала, сделать инвестицию в меня, чтобы мне было еще более интересно делать и получать дополнительные бонусы. От меня будет отдельный контент для спонсоров. Мне приятно, кстати, что спонсоров становится больше. Спасибо вам большое
за то, что вы можете оценить мой труд. Для того, чтобы стать спонсором, нужно на главной странице канала нажать кнопочку «Спонсировать», заплатить 99 центов за месяц спонсорства, потом зайти в вкладку «Сообщество» и добавиться в чат, где мы общаемся отдельно со спонсорами и делаем контент для спонсоров. Такая минуточка рекламы. Ребят, дайте обратную связь. Так, я немного в этом плане думаю по-другому. Если ты тратишь все средства, чтобы нормально жить, и ничего не остается, значит, ты просто мало зарабатываешь. И стремиться нужно к большему. Ну, возможно. Андрей, вот давайте вам вызов брошу. Попробуйте месяц проанализировать. Кстати, вот и Андрей, и Дамир у нас спонсоры. Если вы есть в чате, вот Дамир может поделиться своей табличкой. Ну, я имею в виду не данными, а как она у него оформлена. И вы попробуйте месяц поучитывать. Смотрите, любой бизнес-консультант, который с опытом, он придет в компанию, в любую, и найдет как минимум, где можно сэкономить 20-25% издержек. Да? То есть, ну, можно найти вещи, которые можно оптимизировать. То же самое с личными тратами, с личными финансами. Всегда есть вещи, которые можно оптимизировать. И ведь отказываясь от каких-то вещей, да, вы можете увеличить свой доход. Ну, как это происходит? Ну, я перестал, не знаю, пить пиво, к примеру, хотя я пиво почти не пью. Перестал пить пиво и начал по вечерам, не знаю, обучаться финансовой грамотности. А потом начал инвестировать. Пока неделю пива не пил, 5 бутылок пива, не знаю, сколько оно сейчас стоит, там, ну, пускай 5 по доллару. 5 долларов отложил. За эти 5 долларов, не знаю, купил либо книжку, либо инвестировал еще во что-то. И таким образом, тут же, понимаете, когда от чего-то отказываешься, неважного, всегда появляется ресурс, как найти что-то делать больше. Есть еще одно хорошее упражнение. Придумывать в день по 3 способа заработка. Просто вот в течение недели каждый день придумываешь минимум 3 способа заработка. Их не нужно реализовывать, их не нужно воплощать в жизнь, но нужно придумывать. И будет огромный список, и иногда в этом списке находятся очень такие хорошие идеи, которые могли бы реально сработать, если о них заявить там хотя бы своим знакомым. Окей. У меня получилось, что все желания реализуемые, просто нет на них времени совсем. Угу. Хорошо. А что сделать, чтобы время появилось? Здесь же тоже интересный такой вопрос. Что можно сделать, чтобы время появилось? Хотя бы на одно. За счет чего можно купить время? Вот для Нади вопрос. За счет чего можно... Что во что можно инвестировать, чтобы купить немного времени себе? Так. Ребят, поделитесь, как вам сегодня качество трансляции. Нравится ли вам картинка? Сегодня пробую с другой камеры. Хорошо ли меня видно? Ничего там не застревает? Как по свету? Не сливается ли у меня лицо? Мне почему-то кажется, что у меня лицо сливается с задним фоном. Дайте обратную связь. Видите, Дамир уже готов поделиться с Андреем. Видите, для чего нужен чат спонсоров? Для того, чтобы делиться важной, полезной информацией, которая работает в данном конкретном случае. Для того, чтобы делиться данной конкретной информацией в таких кулуарных беседах. Звук шикарный, это факт. Звук, это меня радует. Я личного помощника. Я не знаю, что это. Так, звук хороший, это радует. Вот прям очень радует. Прикиньте, ребят, я проводил трансляции
уже с этим новым микрофоном, но там у меня были вопросы с настройками. А, оказывается, ну, у меня просто наушники такие, которые, ну, хорошо усиливают. И я когда там монтаж какой-то делаю, либо со звуком работаю и чищу, я этого не ощущаю. А оказывается, когда я взял не самые качественные наушники и посмотрел свою трансляцию с телефоном, мне не хватало громкости. И только, не знаю, там на 5-ю или на 6-ю трансляцию кто-то написал, что звук тиховат. Я, ёба-боба, друзья мои, можно было бы раньше об этом сказать, я бы начал искать решение этой проблемы. Спасибо, что пишете. Так, Дамир, я расскажу в чате, все хорошо по качеству, отлично. Хорошо. Я рад, что вы уже начали в чате вот это вот обмен. Это прям очень круто. Например, у меня есть список стран, которые я давно мечтаю посетить. И мое долгое отсутствие ударит по работе. Да, и муж не сможет тоже меня сопровождать из-за работы. Ну хорошо, ну, наверное, может, есть одна страна, которую можно совместить и работу, и мужа. Ну, тут же, опять же, возвращаемся к теории маленьких шагов. Мы когда хотим, у нас есть список целей, и мы хотим сразу реализовать это все, то нам кажется это страшным. Но когда мы, да, едим слона по кусочкам, когда мы делаем одно маленькое действие, тут главная реализация. Ну, об этом уже много сказано на самом деле. Я иногда себя чувствую попугаем. Вот если вы, Надя, знаете что? Можете вот этот свой список стран прямо списком запишите и сделайте тоже ранжирование по важности. Куда было бы важнее, куда менее важно, да? То есть для себя какую-то градацию определите, и в самую-самую важную, там, не знаю, не лишаясь работы, не лишаясь мужа, попробуйте съездить. А дальше видно будет. Дальше вы поймете, как вам это реализовывать. На самом деле, Юрий, проводишь индивидуальные тренинги по коучу, и сколько это стоит, если да? Ой, такая формулировка. Ну, я понял. Юрий, проводишь ли ты индивидуальный коучинг или индивидуальные консультации? Да, друзья, я провожу. Моя основная работа – это индивидуальная работа в формате коучинга. Я поэтому сегодня опоздал на прямой эфир, потому что работал с клиентом. Одна моя консультация стоит 3500 российских рублей. Ну, приблизительно. Я не знаю, сколько это в других валютах. А в белорусских рублях это стоит 120 белорусских рублей. Вот. Вот столько это и стоит. Ну, тут вопрос, либо вам коучинг нужен, либо вам психологическая консультация нужна. Это немножко разные вещи, но это мы можем обсудить просто в личной переписке, если вы хотите со мной поработать. Ну, как-то так. Хороший план. Напишу список стран и подумаю над этим. Спасибо, отлично. Видишь, Надя, я думаю, что можно уже на «ты», наверное, да? Уже не зря зашла. Поработала, потратила время и проанализировала. Надя, добавляйся в чат. Скоро, я думаю, что, может, через недельку уже сделаем стрим для спонсоров закрытый. Чтобы была движуха. А те, кто еще не стал спонсором, можете им с радостью становиться. А в евро какая цена? Смотрите, недавно я переводил, там где-то получается меньше 40 евро. 39 с половиной что-то. Ну, ребят, я в любом случае, так как я нахожусь в Беларуси и работаю официально, я выставляю счет в белорусских рублях, а у вас уже будет списываться в валюте вашей карты, ну, там какие-то, ну, разница курса может быть, то есть там четко я не могу сказать, сколько это стоит. Я вам выставлю 120 белорусских, сегодня это 39,5, а завтра это 39,3 или 39 ровно. Ну, вот такая где-то приблизительная сумма. То есть тут все от завязано на белорусский рубль у нас все. Хорошо, добавлюсь, конечно, можно. Видите, да. Вот такая история. Ну что, друзья, мы круто сегодня вообще поработали. Я думаю, что если пересмотреть этот прямой эфир,
и сделать упражнение, все станет на свои места. И примеры были хорошие, и рассуждения были хорошие. Я надеюсь, что после этого прямого эфира кто-то мне когда-нибудь напишет, что да, я переосмыслил и стал делать шаги. Вы знаете, я такой тренер, который никогда не раздает волшебных таблеток. Я знаю, что если в жизни задница, извините за выражение, то из нее надо выбираться, и это требует времени. Очень редко кто резко выстреливает. Это скорее случайность, чем работа какого-нибудь профессионального психолога или коуча. Вот. Поэтому я против волшебных таблеток, если что. Ну что, мои дорогие, если вопросов нету, мы с вами вот прям круто сегодня заобщались на тему денег. Можете написать тему следующего стрима, хотя я думаю, что я и сам ее придумаю. Час с лишним. Будем, наверное, уже завершать. Был рад всех видеть. Напишите, было ли полезно сегодня провести это время со мной. Добрый вечер. Я опоздала, пересмотрю обязательно. Ага. Ребят, кто будет пересматривать, вы в комментариях пишите. Пишите в комментариях, остались ли какие-то вопросы, что у вас получилось, что у вас не получилось. Это же важно, чтобы я понимал, какой контент делать дальше, чтобы я понимал, может, я прям в комментарии что-то смогу подсказать, если, это будет реалистично и возможно. Я честно скажу, я ленюсь. Я ленюсь в комментариях давать какие-то конкретные вещи. Я не очень люблю печатать. Вот. Мне проще словами объяснить. Поэтому многие комментарии становятся основой для последующих видео и последующих прямых эфиров. Поэтому очень буду благодарен, если вы будете не только задавать вопросы, но и свои мысли излагать в комментариях. Полезно, ценно, благодарю за упражнение, супер. Хорошо, ребят, спасибо большое, что были сегодня со мной на связи. С вами был Юрий Пузыревский. Даже если смотрите в записи, обязательно напишите в комментариях. Ну и не забывайте добавляться в спонсоры, если вы считаете, что мой контент для вас полезный. И не забывайте добавляться в наш NLP-чат, ссылка на который есть под каждым видеороликом на моем канале. До скорых встреч, ребят. Пока-пока.